Цензура, цензура, цензура. Уничтожение, запрещение, закрытие. Здравствуйте, дорогие друзья! Шалом Мирушалаим! Сегодня у нас последняя встреча в нашем цикле, который посвящен истории возникновения еврейских типографий в разных важных точках нашей еврейской цивилизации. Сегодня мы будем говорить о Российской империи. Странным образом я не могу вам сегодня сказать, какая, собственно говоря, книга еврейская была первой напечатана в Российской империи. Так как-то сложилось, что действительно определить эту книгу очень сложно. Я объясню чуть позже, почему. Но, как это было у нас и с Испанией, и с Португалией, у нас есть верхняя граница. Мы можем сказать, какие книги последние были напечатаны в России уже в большевистский период, я имею в виду на иврите. И эти книги я покажу вам в самом конце лекции. Так что начало у нас немножко в тумане, конец у нас достаточно определенный. Сразу могу сказать, что это 1923 год. Но это одно. Второе, я как-то привык начинать наши встречи с какого-нибудь красивого пассажа, посвященного чудесной еврейской жизни, или какой-нибудь вирши, не знаю, посвященной все-таки еврейскому гимну книгопечатанию. Здесь у меня тоже это не получилось. Сколько я не искал, в классической русской литературе XIX века никакого гимна еврейскому книгопечатанию мне найти не удалось. А в основном попадались тексты следующего содержания. Сейчас я вам их почитаю. Для облегчения надзора за еврейскими типографиями все существующие ныне типографии в разных городах и местечках уничтожить, оставя только две, одну в Киеве, а другую в Вильно, где просмотр еврейских книг поручить особым цензорам. Это из указа Сената о цензуре еврейских книг и о еврейских типографиях от 27 ноября 1836 года. Кстати, сразу скажу, что в Киеве типографию так и не открыли. А вот небольшой отрывок из письма цензора Тугендольда министру народного просвещения. Написал он это в 1850 году. Году в 1831 подан мною особый рапорт о хасидейской литературе, вредной отрасли, прививкой древней каббалы и мистики. Эта литература ужасным образом расплодилась в нашей стране. От времени явления Бешта или Израиля Бааль-Шем-Тов, основателя ее в Подоле, в первой половине последнего столетия. Побужденное этим рапортом, тогдашнее Министерство народного просвещения приказало, чтобы все такового рода сочинения доставляемы были своими властителями в цензуру. Цензура, цензура, цензура. Уничтожение, запрещение, закрытие. Но давайте все-таки немножко расставим исторические флажки. Значит, Российская империя до последней трети XVIII века была страной, в котором не присутствовало еврейское население. Абсолютно от евреев свободно. Правда, очень часто говорят, и это действительно так и было, что в окружении Петра I было достаточно лиц еврейского происхождения. Все ленинградцы, все петербуржцы точно знают дипломата, вице-канцлера барона Петра Шафирова. Часто вспоминают, просто у нас есть Шафировский проспект в Петербурге, кто не знает. Часто вспоминают первого генерал-полицмейстера города Дивьера, почтового директора, по тем временам министра связи вообще-то, барона Аша. Камердинер Петра I тоже был еврей, Вульф.
Но главное для меня удивительно, что личным шутом Петра I был еврей Ян де Акоста, еврей сефардского происхождения. Эта фигура меня как-то всегда занимала. Я вот представлял себе, как шут рассказывает, скажем, императору какие-нибудь анекдоты про евреев. Вспоминал строчку из песни Галича. Может быть, помните, там приезд крупного партийного чиновника, и зять ему говорит: я папаше подношу 200 граммчиков, сообщаю анекдот про абрамчиков. То есть про евреев-то они, может, и говорили, но, конечно, серьезно никакого отношения к еврейской культуре все вот эти лица еврейской национальности, безусловно, не имели. Вот. А евреи появились в подданстве российском, вообще в Российской империи, в период царствования матушки Екатерины II. И пришли они не сами по себе, а с присоединением новых земель. Прежде всего, я имею в виду знаменитые 3 раздела Польши: 1772 года, 1793 года и 1795 года. После этого в состав России, после Венского конгресса в 1815 году, вошло еще царство польское. А потом еще мы должны не забывать о том, что в 1783 году был присоединен полуостров Крым. И там оказалась самая большая на тот момент и самая богатая на тот момент община евреев-караимов. А потом, в течение всего XIX века, мы еще получили разных евреев: горских евреев, грузинских евреев, бухарских евреев и так далее. То есть к концу XIX века, вот за этот достаточно короткий исторический период, с 1772 года по 1897, сейчас скажу почему, Россия оказалась страной с самым большим еврейским населением в мире и самым разнообразным. Но, конечно, все-таки основная группа – это евреи-ашкеназы, которые стали подданными Российской империи после 3 разделов Польши и вот после присоединения царства польского. Так вот, согласно переписи 1897 года, евреев насчитывалось 5 миллионов 189 тысяч 490 человек. И они составляли 4% населения империи. Мало того, что их стало очень много, но если мы будем говорить про ашкеназов и про вот эти основные центры, где все-таки культура еврейская процветала, то это был еще и период, я имею в виду период присоединения вот этих польских земель, очень сложный, даже, можно сказать, драматичный внутри еврейской истории. Существовало и боролось между собой 3 группы евреев. Значит, нормальные евреи-ортодоксы, которых потом стали называть миснагдимы, то есть сопротивляющиеся, традиционные евреи. Их возглавлял, оплотом их цивилизации был Виленский Гаон и его окружение. Вторая, новая, молодая группа, которая, собственно говоря, и возникла только вот во второй половине XVIII века начала и уже возникала и развивалась вот в это время, это, конечно, хасиды. Новое течение, новое представление об иудаизме. Эти группы идеологически враждуют между собой, не принимают друг друга и, к сожалению, стараются, так сказать, вытеснить одна другую. Но появляется и третья группа, которая является врагом для обеих этих групп. Это группа просветителей, так называемых маскилим, то есть людей европейского уже мышления или желающих стать частью европейской цивилизации, но при этом не желающих креститься или расставаться со своей культурой. Это вот такая европейская часть российского еврейства. 3 группы друг друга не любят, друг с другом враждуют. К сожалению, все 3 группы обращаются к российской власти, а мы с вами прекрасно знаем, что к российской власти для решения внутренних конфликтов вообще лучше бы не обращаться.
ничем хорошим это никогда не кончалось. Но каждая из этих групп нуждается в книгах. Книги, книги и книги. Никакая идеологическая борьба, никакое идеологическое укоренение своего представления о еврейском мироздании невозможно без типографии, без печатного слова. Все. Мы уже в периоде той цивилизации, когда рукописями, какими-то разосланными письмами не обойтись. Первое место, о котором я хотел бы сказать сегодня, это город Корец. Там возникла еврейская типография еще когда этот город не входил в состав Российской империи, потому что он туда попал после второго раздела Польши, то есть в 1793 году. Но, тем не менее, эта типография безумно важна для нас, потому что в ней впервые было напечатано сочинение хасидское. Толдот, то есть история Яакова и Иосифа. Это первая вообще книга, которая содержит описание философии хасидизма. Ее написал такой Яков Иосиф Коэн из Полонного, ученик Бааль Шем Това, и считается, что это такое самое, из первых уст, что ли, изложение вообще всего хасидского учения. Как я уже сказал, они между собой враждовали. И вот эта книга, тираж этой книги почти полностью был сожжен евреями в городе Брода и в других местах. Но в основном известно, что вот это аутодафе хасидской литературы в Броде произошло. Тут очень интересно, вот если посмотреть на этот титульный лист, то, во-первых, сразу видно, знаете, это какая-то новая культура. Он очень многословен. Вот, и вы это увидите на всех остальных титульных листах, почти на всех. И, например, когда я занимался в юности описанием вот этих книг в библиотеке Института Востоковедения в Петербурге, вот понять, расписать и четко зафиксировать вот такой титульный лист, это практически был день работы. И для меня, и для любого другого библиографа. Я вам хотел показать несколько вещей здесь. Во-первых, меня очень интересует, это тоже, я не могу сказать, что это 100% так, но это очень во многом веяние нового времени. Они всегда указывали, под чьим правлением находилось то или иное место, когда эта книга издавалась. И вот здесь прямо под городом написано вот это «Тахат мемшелет адунену, хамеюхас, хагадоль, хехасид» и так далее. Под правлением нашего высокородного Меюхас, великого Хагадоль и праведного Хасид господина Юзефа Черторийского, стольника литовского, старосты Луцкого, да возвеличится слава его, вот там еще аббревиатура в конце. Очень интересно обозначен год, это традиционно, да, год обозначен здесь цитатой, вот самая последняя строчка, цитатой из Библии, естественно, это книга Второзакония, 17 глава, 8 стих. «Векамта ве алита эль хамаком». «Встань и взойди на место», дальше там идет, которое изберет Господь. Но здесь очень четко видно вот этот прием, да, буквами более высокими и более черными выделены то слово, даже не слово, а его часть «векамта», буквы которого нам предлагается сосчитать, чтобы у нас получился год. У нас здесь получится 540, в конце написано по малому счету, то есть это 5540 год или 1780 год. И строчкой над ними вы можете увидеть имена типографов. Вот этот Цви Гирш, сын Арье Лейба, это Маргалиот, его фамилия, мы его потом еще раз увидим, и его зять Шмуэль бен Исасхар Бер. Исасхар Бер Сигаль такими маленькими буковками. Вот, эта книга очень важна для истории типографского дела, очень важна для истории хасидизма, и она является как бы предтечей. Вот они еще не российские подданные, это еще не Российская империя, но это уже вот та книга, вот как это все будет дальше выглядеть. Потому что потом эти же типографы переезжают в город Шклов. Они такие были, как это сказать, блуждающие, что как были блуждающие звезды у Шолом Алейхема, они были такие блуждающие, путешествующие типографы. А вот когда они прибывают в Шклов, то Шклов-то уже
находится на территории Российской империи, потому что он был присоединен по первому разделу Польши в 1772 году. И вот эта книга, вот этот Беэр Авраам, который я вам хочу показать, она может быть, если не самая первая, то одна из там 2-3 самых первых книг, которые были напечатаны в это время. Вот видите, опять очень большое пространное объяснение. Здесь есть год в самом конце, мы его не будем уж так вчитываться и читать, но поверьте мне, это 1783 год, если мы его будем переводить. Это сочинение такого Авраама Дова Беэра бен Шломо, который занимался комментариями Шульхан Аруха, то есть главного, собственно, галахического раввинского сочинения того времени. Что мне здесь очень важно? Я всегда хочу как-то привязаться к нашей все-таки русской культуре и к тому, что, ну, я не знаю, к тому, что нас связывает. Мне очень хочется, чтобы мы были интегральной частью какого-то большого процесса. И вот здесь для меня очень важна вот такого же типа надпись, собственно говоря, в какое время книга была напечатана. Здесь написано, что она была напечатана при правлении нашего великого Хагадоль, праведного хасид, господина генерал-майора, кавалера Семена Гавриловича Зорича. Семен Гаврилович Зорич – важная персона. Если у вас еще не задрожали руки, или вы как-то… У меня прям гусиная кожа была, вот, когда я прочел его имя. Это один из знаменитых фаворитов матушки-императрицы Екатерины II. Он был довольно простой, как я понимаю, парень, как часто с ней бывало. Он работал у Потемкина, она его увидела, она его приблизила, он стал ее фаворитом. И в 1777 году она ему пожаловала и дом близ Зимнего дворца, и, значит, тысячи крестьян, а главное, местечко Шклов, Аршанском повете Витебского воеводства, с 7000 крестьян. Наверное, это был красивый, молодой, прекрасный повеса. У него был один четкий, как сказать, грех или один изъян. Он был настоящий запойный картежник. И он проигрывал в карты все, что угодно. Он был настолько известен, как вот этой неуемной карточной игры почитатель, что это отразилось где? В «Пиковой даме» у Александра Сергеевича Пушкина. И вот это у меня и щелкнуло. Я помню его оттуда. Давайте я вам прочту, все-таки недаром он появляется в еврейской книге. Вот это первая картина «Пиковой дамы». Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится, Зоричу около 300 тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему 3 карты с тем, чтобы он поставил их одну на другую и взяла с него честное слово впредь уж никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю, они сели играть, ну и, как вы помните, он отыгрался. Он-то вообще отыгрался, а Зорич, как историческая личность, видимо, нету. И что-то ему стало уже… Он уже проиграл все, что можно, и что у него осталось в Шклове? У него остались евреи. И он стал этих евреев прижимать, и доприжимался настолько, что евреи не выдержали и написали челобитную уже новому государю-императору Павлу I о том, что жить так невозможно. Хотя здесь, как вы помните, они его называют праведником хасидом, генералом, майором и так далее. И Павел I отправил разбираться с этим Зоричем и евреями в Шклов не кого-нибудь, а еще одну великую фигуру русской культуры, а именно Гавриила Романовича Державина. И Гавриил Романович Державин в 1799 году отправился в Шклов и
тщательно изучал эту ситуацию и составил для Сената свою вот записку о шкловских евреях, которая рассматривалась в Сенате, но Зоричу повезло, он к этому моменту уже умер. Вот такое удивительное сплетение великих деятелей русской культуры, героя, который попал в одно из самых главных сочинений вообще-то русской культуры, и начало еврейского книгопечатания в Российской империи. Но, знаете, начало началом, но если мы будем говорить серьезно о том, что вообще все-таки было главным на протяжении долгого времени, очагом еврейского книгопечатания в Российской империи, а я бы сказал, кстати, замахнувшись, и в мире в XIX веке, то это, конечно, город Вильнюс или Вильно. В Вильно на протяжении всего XIX века существовали самые продвинутые, самые много работающие и самые все напечатавшие еврейские типографии. Причем вот эти первые типографы, Роммы и Нахимовичи, они пришли из города Гродно, но начали вот они свою такую настоящую деятельность именно в Вильно. И первым был вот Барух бен Йосеф Ром. Это мы говорим о самом-самом конце XVIII века. Значит, Вильно в 1795 году входит в состав Российской империи. В Вильно, как я уже говорил, живет Виленский Гаон, там самая большая община вот этих самых традиционных евреев Митнагдимов. В Вильнюсе также очень сильное движение хасидов, и в Вильнюсе расцветает просвещение. Все они между собой ссорятся. Как известно, они писали друг на друга доносы. Доносы, как я уже сказал, ни к чему хорошему не приводят. Но вот мы знаем, что когда был арестован Шнеур Залман из Лятв, и он был припровожден в Петропавловскую крепость, это мы говорим о 1798 году, то вместе с ним было, кстати, арестовано больше 100 книг, но это в данном случае не так важно, а вместе с ним было арестовано еще и 22 еврея из Вильна. Их, кстати, довольно быстро отпустили и смогли с ними разобраться, в том смысле, что с точки зрения Российской империи они все были одним миром мазаны, и вот вникать вот в эти тонкости, значит, их между собой, междоусобиц еврейских не стали. Но, смотрите, вот эта война разгорается. Между этой войной еще очень многие просветители еврейские, маскилим, тоже живут в Вильнюсе. Это очень знаменитый вот отец и сын Лебензоны, это Кальман Шульман, это Иуда Лейб Гордон и так далее. И они тоже всячески пытаются договориться с властями о том, чтобы запретить, или, по крайней мере, точно ограничить и хасидскую литературу, и чисто талмудическую литературу и так далее. К чему это все приводит? Приводит это к страшным последствиям, а именно к тому, что власти решили не разбираться во всем этом, и Николай I, император, который больше всех вообще интересовался еврейским вопросом из всех вот российских императоров, просто берет и запрещает в 1836 году все еврейские типографии. Он велит на всю Российскую империю, где в 16 этих самых губерниях живут больше миллиона уж точно евреев, оставить 2 типографии. Вот то, что я вам читал в самом начале. Одно в Вильно, одно в Киеве. При том, что в Киеве типографии не было, читай, он оставляет на всю Российскую империю одну типографию в Вильнюсе. Устанавливает очень сложные цензурные правила не только для того, чтобы печатать новые книги, но и для проверки тех книг, которые находятся у евреев на руках. То есть жесточайшая цензура. Но внутри этой жесточайшей цензуры, вот этот, если можно сказать, я не знаю, это соревнование или как это что, выигрывает огромная фирма сыновей, братьев, потом позже уже и вдовы Ромов. Я сейчас прочту вам один фрагмент из донесения полицмейстера, чтобы вы понимали, о каком объеме идет речь. Значит, это 1840 год. Они уже 4 года единично владеют всем типографским рынком.
и они хотят расширяться. И вот полицмейстер пишет о их работе. Значит, ими возведено одно из примечательнейших в городе Вильна каменных зданий. Каменное здание с огромными залами, каменными амбарами, сараями и другими принадлежностями. У них 25 станков уже в действии со значительным количеством букв до 1200 пудов и рабочих, наборщиков, переплетчиков и служителей примерно 200 душ. То есть это совершенно огромная типография. И понимаете, все бы произошло ровно так, как они хотели. Но именно на следующий день, после вот этого доклада с такими колоссальными цифрами, произошло невероятное. Как бы, я не знаю, сегодня бы сказали, подожгли, но вообще-то я нигде этого не читал. Я читал только о пожаре. Типография полностью сгорела. Буквально на следующий день вот это все помещение со станками, литерами и так далее подверглось огню. Дальше они снова восстанавливались. Дальше произошло небольшое послабление, и государь-император разрешил все-таки открыть еще одну типографию, и они открыли ее в Житомире. Но это уже были 40-е годы. А пока мы говорим о совершенно удивительном вообще-то явлении. На весь еврейский мир работают, правда, много, но работают станки в одном месте, и они печатают много, но с каждой книгой, я вам потом покажу эти издания, печатают все лучше и лучше и лучше. И в 60-е, например, годы они вообще образцовые типографы. Вот лучшего качества типографий в середине 19 века, еврейских типографий, я имею в виду, в мире не было. Давайте посмотрим сейчас на работу вот этого самого цензурного комитета. Значит, каждая книга должна была быть проверена. Я хочу вам показать образцы печати, например. Вот посмотрите. Печать по-простому ставилась вот на... Обычно все-таки на титульном листе, но здесь прямо вот на начале книги. Вот здесь что мы видим? Мы видим, что здесь есть текст, отпечатанный 1837 год, очень четко. Сию книгу там одобрил Могилев, Равин и подпись. Вообще, по-моему, он был Авербух, но вот здесь это не очень отчетливо. Его очень много, вот этот Равин, он хорошо известен. А кто этот Равин? Это казенные раввины, то есть раввины, назначенные от государства, и которые являются посредником между тем, как государство велит евреям обходиться, и между тем, как вообще община существует. Вот, например, вот эта печать очень тоже интересная. Смотрите, здесь сразу видны три вещи. Во-первых, здесь видно, что сам текст написан профессиональным писцом. 1837 года, сентября, 21 дня, сия книга пересмотрена и подписана. Дальше вот цензор еврей, вообще не факт, что он хорошо знал русский язык, он просто подписывает его. Тут Лейба, и у него такая дрожащая довольно рука, какой-то он, значит, Тахмимович какой-то. А дальше еще стоит печать, опять же, в середине Лейба Эйте, начало его фамилии, и печать вот этого казенного раввина. То есть все очень серьезно. Я не могу вам сейчас это показать, но поверьте мне на слово, вот когда я описывал инкунабулы, то есть книги 15 века, которые с волею судьбы оказались в Российской империи, и на этих книгах стояла эта печать. То есть это была еще и ретроспективная цензура, а не просто цензура такая, вот того, что выходит. А вот это очень интересно, это очень стандартный текст, который уже печатался на книгах. Вот смотрите. Печатать позволяется с тем, чтобы по напечатанию представлено было в цензурный комитет узаконенное число экземпляров. Вильно, 23 декабря 1858 года. И цензор у нас П. Кукольник. Я надеюсь, вы его тоже знаете. Это Павел Васильевич Кукольник. Он был русским историком, поэтом, педагогом, литератором, драматургом, кем угодно, и в частности он был еще и цензором. Он служил именно в Вильнюсе в
в Центральном комитете цензуры, а потом он был еще и председателем Виленского цензурного комитета. Это я имею в виду в годах 1863-1865. Кончил он, видимо, был очень приличный человек. Я даже пытался читать его стихи когда-то. Ну, хорошо, я не могу сказать, что это большая или близкая мне русская поэзия, но он, видимо, был очень приличный человек, потому что его сняли в результате с этой должности за слишком доброе и слишком гуманное отношение к книгам. Он позволял печатать гораздо больше, чем как бы Российская империя считала можно допустить. Это я имею в виду даже в первую очередь не еврейские книги, я думаю, в них он вообще не очень вникал, а книги польские, которые с точки зрения власти и привели или могли привести частично к польскому восстанию и вообще ко всяким вот таким нежелательным элементам. И вот эта вся ситуация, дорогие мои, длилась, пока на престол не вступил Александр II. Как мы знаем, Александр II массу всяких гадких вещей отменил. И в частности, вот он отменил этот запрет на еврейские типографии своим указом от 26 апреля 1862 года. И вот с этого момента, с 1862 года и до февральской, а может быть даже октябрьского переворота или февральской революции уже никаких вот таких настоящих гонений на еврейскую книгу не было. Давайте теперь посмотрим несколько изданий именно Вильна, потому что эти издания, про каждый памятник, это мы можем сказать, они вообще совершенно классические. Вот, пожалуйста, это пятикнижие, да? Хамиша Хумшей Тора, книга Ваикра, 3-я часть. Посмотрите, какой четкий шрифт, как сразу видно, как все пропечатано. Вот ни одно, ничего лишнего. Красивая, изящная рамка. Это сразу видно, что это большая, серьезная, налаженная типография с очень красивой продукцией. Следующее, вообще самое знаменитое, чем они прославились, это изданием Талмуда. Значит, вот если вы читали или когда-нибудь слышали про такие вещи, как евреи учили Талмуд наизусть, и говорят, что илуи, то есть молодые люди, которые учили Талмуд и знали его, чтобы их проверить, они знали Талмуд на иголку, то есть брали иголку, пробивали вот так несколько листов, и они смотрели на вот это слово и говорили, какие слова вот под ним находятся на других листах. Это стало возможным, такая проверка, именно благодаря изданиям Ром, именно благодаря вильнюсским изданиям Талмуда, потому что они раз и навсегда полностью утвердили форму, формат расположения талмудического материала на листе. Это самое классические издания Талмуда, после которого, собственно говоря, все остальные за ними и шли. Красивая рамка, использование цветных букв, вот название трактата Эрувин, да, из Вавилонского Талмуда, город, красные буквы. Второй, как бы мы сказали, малый титульный лист на русском языке, где мы можем уже прочесть. Вот 1859 год, типография Рома, Вильна и так далее. И даже о чем трактат Эрувин тут немножко написано. Ну, приятно. То есть, вот это, вот я много видел этих изданий, и они действительно без всякого снисхождения на то, что это 19 век, они совершенно классические типографские шедевры. Следующая книга, вот этот Эйн Яаков, тоже, посмотрите, вот эта рамка, малый титульный лист. Эйн Яаков, вообще книга была очень важная, потому что в ней были собраны агадические части из всех талмудов. Это такой пересказ Талмуда, но именно не галаха, не религиозные постановления, а вот то, что связано с душой народа, с агадой, легендами и так далее. Но в данном случае для нас, опять же, важно, ну просто это видно, это очень хорошо напечатано. Еще одна книга, это вообще пасхальная агада с большим количеством комментариев. Тоже, опять же, четкий шрифт, рамка. И, друзья мои, это 1863 год.
для нас очень важны печати, которые здесь стоят. Это, конечно, экземпляр, который мы взяли как пример из Национальной библиотеки Израиля, а это печать Иосифа Хазановича. Иосиф Хазанович был российский сионист, врач. Биографию его посмотрите в Википедии. Для нас важно то, что он, его идея и его воплощение заложили основу Национальной библиотеки в Иерусалиме. Он, как бы объединив российских сионистов и объединив даже их капиталы, сумел скупить большое количество книг. Примерно 30 тысяч книг он сумел переправить в Иерусалим и заложить основу национального книжного вот этого очага в Иерусалиме. Мы очень многим ему обязаны. Это был человек очень широких взглядов, очень большого такого пламенного сионистского сердца и сделавший действительно, ну, просто невероятное дело. Вот он взял, придумал и осуществил, и эта библиотека сегодня является вообще главной библиотекой в мире благодаря ему. Вот, пожалуй, все, наверное, что я хотел вам сказать. Нет, почти все. Одну минутку. Я еще хочу немножко загрузить вас цифрами. Я вот нашел, есть такая библиография Винограда, которая учитывает все книги, которые были изданы до 1863 года. Вот этот Ешаяху Виноград, его библиография называется «Оцар Хасефер Хаеври» или «Thesaurus of the Hebrew Book», считает, что до 1863 года в Вильнюсе было напечатано 1196 изданий на иврите, и я хочу занудно повторить, невероятно высокого качества. Теперь, на прошлой лекции я вам обещал, что я вернусь и еще несколько слов скажу про Израиля или Исраэля Бака, который, собственно говоря, был первым печатником после большого перерыва в Цфате, а потом и первым вообще печатником в Иерусалиме. Он из Бердичева. Он печатал книги в Бердичеве. Вот просто одно из его изданий, вообще-то это сочинение называется «Баалей Ханефеш», но у него оно называется «Бааль Ханефеш». Это сочинение, вообще-то, если я не ошибаюсь, 13 века, но нам важно это издание просто показать, как оно выглядело. Я в данном случае про него рассказывать не собираюсь, меня просто завораживает один факт в его биографии. Вот представьте себе, он молодой человек, он очень ремесленно умелый. Он научился прекрасно отливать литеры, научился печатать книги, научился врачевать. Я не знаю, был ли он врачом, но знахарем он был точно. И оказалось, что он еще и классный часовщик. Научился собирать часы. И вот у него ситуация. Типография закрылась. Открыть ее снова не получается. 1830 год. И он решает, что он переедет в Святую Землю и будет продолжать вот это самое, нести свет печатного слова в Святой Земле. Он умудрился приехать в Святую Землю не с пустыми руками. Он с собой станок привез, он с собой литеры привез, он с собой оборудование привез. То есть это я к чему? К тому, что это непростое путешествие и дорогостоящее. Как он заработал эти деньги? Вот как он заработал деньги, чтобы перебраться туда, кстати говоря, с большой семьей потом, но и с этим багажом. Вот это мне больше всего нравится. Он, как часовщик, создал часовой механизм часов для колокольни католического собора Бердичева. И мне почему-то кажется, что он и устанавливал эти часы вот там на башне католического собора. И я прямо вижу вот этого молодого еврея, который думает о Святой Земле, устанавливает эти католикам их часы, получая за это деньги, а в процессе этой работы смотрит с высоты колокольни вдали, может быть, ему открывается вот та Святая Земля, в которую он попал. В общем, его золотые руки привели его в Святую Землю, и слава Богу. Но мне почему-то очень нравится, что именно оплата часов католического собора Бердичева субсидировала эту его поездку. Вот, это... Ну, собственно говоря, вот так очень коротко, конечно, но это такая общая вся история развития
и печального, в общем-то, и большого, и широкого на других этапах еврейского книгопечатания в Российской империи. А что произошло после переворота, после 1917 года? Понятно, что советская власть не сразу, но довольно быстро и к ивриту, как языку буржуазии, в отличие от идыша, и к книгопечатанию на этом языке, текстов религиозных в первую очередь, но и вообще к книгопечатанию, отнеслась негативно. И вот последняя книга, которая все-таки была издана, это книга 1923 года, сочинение, это проповеди, сочинения главного ленинградского, сначала петербургского, а потом ленинградского раввина, очень колоритной фигуры Давида Тевеля Герценовича Кацеленбогена. Это действительно была фигура очень важная в городе, его все знали, его уважали, и как-то считается, что все решили, что уже он был очень пожилой человек, что дадим ему это напечатать, все равно читать никто не будет. Это комментарий на трактат Евамот. Это оказалось абсолютно не так. Этим трактатом очень много пользовались. Это была последняя книга, которая была напечатана. Есть еще одно издание, которое было напечатано в 1928 году. И вот здесь прямо написано «Ленинград, 1928 год». А ниже написано, что все-таки отпечатана она была в Берлине. Вот прямо вот Берлин, самая последняя строчка. Поэтому это, с одной стороны, как бы это уже такое, ну вот издание НЭПа, да, когда как бы оно российское, но все-таки печать сама была в Берлине. Поэтому я бы для себя считал, что вот эта книга о ливератных браках 1923 года, она является последней. И опять же, второе завершение. Опять же, на этом можно было бы завершить, но я хочу поделиться маленькой личной историей. Значит, когда я начал изучать иврит в 70-х годах прошлого столетия, и так его учил энергично, с любовью, по-молодежному, как молодой восторженный человек, студент, я начал писать стихи на иврите. О, ужас! И писал стихи на иврите, и вообще некоторые даже довольно гладко получились. И в какой-то момент, я не помню, ко мне обратились мои друзья из Москвы, говорят, а вот ты пишешь стихи на иврите, никто же на иврите стихов не пишет там в Советском Союзе. Пришли нам стихи почитать, а я их даже там декларировал где-то. Я прислал их стихи, по-моему, это был Михаил Анатольевич Членов, который попросил у меня эти стихи. И я про это все забыл. Вот честно вам говорю. У меня это вот просто стерлось из памяти. И я вот здесь сейчас, в процессе подготовки не конкретно этой лекции, но вот нашего большого курса, я разное искал по каталогу Национальной библиотеки Израиля. И вдруг я вижу сборник «Глаз вопиющего в пустыне. Современная поэзия на иврите в СССР. Москва, 1989 год». Значит, в сборник вошли стихи поэтов Велвала Чернина, Танхума Кузнецова, Шимона Кирсона и Михи Крутикова. Я прямо растерялся. Честно вам скажу, я не заказал этот сборник, я боюсь эти стихи увидеть. Хотя, например, вот Велвал Чернин, он настоящий поэт, без дураков. А я, конечно, нет. Но, тем не менее, вот это тоже маленький штришок к истории еврейского типографского дела в СССР. То есть в Москве в 1989 году, не спрашивая позволения автора, все-таки стихи на иврите были напечатаны. Ну и, можно сказать, и слава богу. Естественно, в советское время на идыше книги издавались, но это как бы другая тема, которая меня не очень интересует. Итак, у нас вехи, да? Самое начало – это конец XVIII века, потом огромная типография ромов, издание прекрасных книг в большом количестве, но и очень тяжелый цензурный гнет, потом в какой-то степени облегчение всего этого дела, потом советская власть, которая задушила все, что могла, потом возрождение еврейской жизни, и вот, пожалуйста, издание стихов на иврите в Москве, и мы с вами на этом, мне кажется, наш курс завершаем. Ну вот, друзья мои, мы подошли к концу нашей большой серии.
все-таки 10 встреч, 10 лекций. Мы увидели, как вообще зародилось еврейское книгопечатание. Мы коснулись трагических историй книгопечатания в Испании и в Португалии. Мы увидели, как оно появилось в Африке, как оно появилось в Святой Земле, как оно зарождалось и развивалось в Западной Европе, а потом в Восточной Европе. Логически пришли в Россию, из которой мы сегодня вышли, во всяком случае я. Это большое, длинное путешествие. Я очень надеюсь, что вам было интересно. Я с вами прощаюсь и очень надеюсь, что тоже не навсегда. И давайте читать книги. Хотел сказать, давайте и печатать книги, если это возможно. Но давайте не забывать, что без книги, народ книги, как нас принято называть, не выживет. Будьте здоровы!